Кожа – самый крупный орган человеческого тела. Она защищает организм от бактерий и вирусов, ударов, трения, перепада температур, аллергенов, негативного воздействия окружающей среды. Также она участвует в синтезе витамина D и является органом осязания. Ближе к 30 годам начинают появляться первые визуальные признаки старения, и, естественно, раньше всего они затрагивают кожу, которая ежедневно подвергается огромным нагрузкам. Сегодня мы поговорим с вами о том, как грамотно ухаживать за кожей, чтобы сохранить не только ее здоровье, но и эстетичный внешний вид на долгие годы. Здравствуйте, мои хорошие! На внешний вид и молодость нашей кожи влияет целый ряд факторов. Образ жизни, количество стрессов, иммунитет, хронические заболевания, питание, экологическая обстановка, условия работы, климат. Помимо этого, важную роль в процессе старения играет генетика. Между тем, молодость можно продлить и значительно сократить признаки возрастных изменений. В первую очередь, надо отказаться от целого ряда привычек, свойственных всем нам. Тональные основы и дополнительная косметика – это замечательная среда для размножения бактерий. При их использовании следует четко помнить 3 важных «нельзя». Нельзя ежедневно наносить тональную основу на кожу лица, особенно на длительное время. Нельзя наносить макияж, предварительно не очистив и не защитив кожу. Нельзя ложиться спать, не удалив макияж и не очистив лицо. Не стоит лишний раз трогать, а уж тем более тереть лицо. Особенно это касается чувствительной зоны вокруг глаз. Так вы преждевременно растянете ее и спровоцируете возникновение морщин и отеков. Привычка подпирать подбородок или придерживать голову рукой, опираясь на любую из областей, приводит к естественному образованию заломов. Тех же самых морщин, только более грубых. Не забывайте, что руки – самая грязная часть нашего тела. Зачем переносить бактерии и грязь на лицо? Это тем более опасно, если есть микроповреждения кожи. Прекрасная возможность для проникновения инфекции внутрь организма. Не стоит злоупотреблять сладким и фастфудом. Вы слышали что-нибудь о процессе гликации? Это химический процесс, при котором происходит взаимодействие белков и сахара, в результате чего появляются гликолизированные продукты, которые не выводятся ни из клетки, ни из организма в целом и вызывают нарушение обменных процессов, гипоксию и гибель клетки. Гликация во многом определяет наш биологический возраст и является одним из основных факторов старения. Наиболее яркие внешние проявления негативного воздействия гликации – появление морщин, снижение эластичности и обвисание кожи, истончение и сухость кожи, фотостарение, отечность. При нормальных условиях скорость гликации небольшая, поэтому образовавшийся мусор большей частью постепенно успевает выводиться. Однако при повышении уровня сахара в крови процесс гликации ускоряется, вызывая необратимые изменения в клетках. Идеальная поза для сна с точки зрения сохранения молодости кожи – на спине. Не зря гейши делали это именно так. Сон на боку или на животе ухудшает циркуляцию крови в отлеженных зонах и формирует морщины. Постарайтесь приучить себя засыпать в правильном положении. Идеально, если у вас получится спать хотя бы 6 часов в сутки. Ночью все благоприятные для кожи процессы замедляются, но становятся более глубокими. Именно поэтому косметологи так часто рекомендуют использовать питательные кремы ночью. Так кожа возьмет больше полезных компонентов, и они лучше усвоятся. Своевременно меняйте постельное белье. По мере удлинения срока использования она загрязняется отмершими клетками кожи, пылью и так далее, что особенно опасно для обладателей чувствительной кожи, склонной к аллергии или акне. Для лица нужно отвести отдельное полотенце. Важно менять его как можно чаще, хотя бы раз в 2-3 дня. А лучше вообще использовать одноразовые бумажные полотенца, дабы исключить риск переноса нежелательных бактерий на лицо. Важно также не тереть кожу. Несколько раз аккуратно прислоните полотенце к лицу. Лишняя вода быстро высохнет сама. Трение провоцирует нежелательные морщинки и повреждения. Особенно это касается чувствительной кожи.
Многие гаджеты, с которыми мы контактируем ежедневно, дают излучение, вряд ли полезное для человека. Более того, они заставляют нас принимать неудобное положение тела. Постоянный наклон головы, напряжение в шейно-воротниковой зоне, монотонные движения, неудобное положение рук – все это самым ужасным образом сказывается на тонусе кожи. Из-за затруднения кровоснабжения она не получает достаточного количества кислорода и необходимых питательных веществ. Человек зарабатывает себе второй подбородок, лишние морщины, а заодно головокружение, головную боль и проблемы со спиной. Очень важно правильно определить свой тип кожи. Именно от этого зависит, какие средства для очищения, тонизирования и увлажнения нужны именно вам. Лучше всего с этой целью обратиться за профессиональной консультацией к косметологу. Если не принимать во внимание этот совет, возможно не только появление лишних морщин, но и гиперпигментация кожи. Большинство косметологов сходятся во мнении, что раньше 28 лет применение антивозрастных спецсредств не оправдано. Они будут только мешать коже работать самостоятельно. Соответственно, порядок ухода за кожей лица каждый день меняется относительно взросления организма. Ежедневный уход за кожей после 28 лет базируется на использовании увлажняющих и антиоксидантных средств. Кожа еще эластична и активно регенерирует, поэтому ежедневный уход за кожей после 28 лет ограничивается применением средств для очищения и питания кожи. С 30 до 40 лет существенно уменьшается выработка гиалуроновой кислоты и коллагеновых волокон. Кожа теряет упругость. На ней появляются мимические морщины, следы обезвоживания, дряблости. В этом возрасте целесообразно применение антиоксидантных средств и кремов для защиты от ультрафиолета, антивозрастных формул с гиалуроновой кислотой. Ежедневный уход за кожей после 45 – это комплексная борьба с возрастными изменениями. К 45 годам на коже заметны признаки старения, пигментация, изменение овала лица, снижение тонуса. Пополните косметичку средствами с ретинолом, пептидами, гиалуроновой кислотой. После 50 лет уход за кожей должен быть тщательно спланирован. В этот период отмечают гормональный дисбаланс. Прекращается синтез коллагена, уменьшается тонус кожи. В возрасте 50+, не обойтись без компенсирующего ухода. Предпочтительно использование антивозрастных формул с мощным эффектом, нацеленных на восполнение недостатка влаги и коллагеновых волокон. Базовый ежедневный уход за кожей разных типов – это несколько обязательных процедур. Очищение. Средства для очищения подбирают индивидуально относительно ее типа. Лучше отдавать предпочтение средствам с нейтральным pH, без поверхностно-активных веществ, щелочей. Очищение проводят утром и вечером. Основной этап интенсивного очищения должен быть вечером, когда кожа накапливает загрязнения за день. Чтобы очистить кожу, макияж снимают специальными средствами, сначала с глаз, потом со всего лица. Декоративную косметику убирают средствами для макияжа – муссы, пенки, гели. Их подбирают относительно типа кожи. Сухой и нормальной коже подходят муссы и пенки, жирной – гели. Все очищающие средства, без исключения, необходимо смывать водой. Даже легкое молочко нельзя оставлять на коже. Компоненты, входящие в состав очищающих средств, постепенно разрушают липидную оболочку кожи, снижая ее защитные способности. Скраб способен тщательно очистить кожу, сделать ее мягкой и нежной. Но ежедневные процедуры по уходу за кожей лица не должны включать скраб. Интенсивность использования этого средства зависит от типа и состояния кожи, ее чувствительности, возраста и времени года. Зачастую скраб для глубокого очищения применяют не чаще 1 раза в неделю. Чтобы не навредить, нужно применять скрабы с мелкими сферическими или полусферическими частицами. Средство наносят круговыми движениями, что помогает мягко устранить ороговевшие клетки эпидермиса. Отшелушивание. После очищения кожу тонизируют тоником, лосьоном или тонером в зависимости от типа кожи. Эти средства устраняют остатки хлорированной воды, успокаивают кожу, стабилизируют pH. Уход за кожей лица на каждый день не должен включать тоники на основе спирта. Они агрессивно влияют на кожу и в последующем стимулируют гиперсекрецию желез.
Увлажнение. Средства работают по двум способам, и, как правило, современные крема объединяют оба варианта. Первый способ удержания воды. Глицерин и гиалуроновая кислота в составе кремов удерживают молекулы воды. Второй способ – запирание воды. Масла и силиконы создают на поверхности кожи защитную пленку, которая не позволяет воде испаряться. Поэтапный ежедневный уход за кожей лица, независимо от ее типа, обязательно включает использование кремов. Текстура увлажняющего крема зависит от типа кожи. Чем суше кожа, тем плотнее должен быть крем. Стоит также учитывать советы косметолога по уходу за кожей вокруг глаз. Кожа в этой области тонкая и требует деликатного ухода. И в завершении сегодняшнего выпуска несколько советов, которые помогут продлить молодость кожи. Не пользуйтесь одним и тем же кремом годами, особенно если он с очень активным составом. Кожа привыкает к компонентам крема и перестает на них реагировать. Периодически меняйте свой уход. Не нужно наносить крем очень толстым слоем, от этого его эффективность не повысится. Нужно использовать совсем немного крема, который должен весь впитаться. Ощущение пленки на лице быть не должно. Излишки лучше убрать салфеткой. Дневной крем нужно наносить примерно за час до выхода на улицу, а ночной за 40-60 минут до сна. Если вы хотите пройти какие-либо косметологические процедуры, проверьте свое здоровье. Есть состояния, при которых инъекционные или лазерные методики противопоказаны или не принесут желаемого результата. Спите не менее 7,5 часов в сутки, ежедневно потребляйте свежие овощи и фрукты, пейте не менее 1,5-2 литров воды в день, ведите активный образ жизни. Происхождение наших отеков – это чаще всего сидячий образ жизни, нарушение оттока лимфы. Лимфа собирает продукты жизнедеятельности клеток и тканей и выводит их из организма. Эти продукты могут наносить необратимое повреждающее действие при длительном накоплении. Лимфатические сосуды не имеют мышечной стенки, и отток осуществляется благодаря работе наших мышц. Не можете заниматься по каким-либо причинам, просто ходите как можно больше пешком. А на сегодня это все. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!